Всем привет, вы на канале True. Китай издревле был известен своими тайными союзами и обществами. Религиозные, политические и мафиозные группировки время от времени организовывали восстания против власти. Но новая секта или тайное общество, возникшее в первой половине XIX века, отличалось от прежних тем, что было основано на христианстве, преломленном в традиционном китайском сознании. Основателем секты был Хун Сю Цюань. Он происходил из сельской семьи провинции Гуаньдунь на юге Китая. Как самый способный из 3 сыновей, он имел возможность посещать школу и впоследствии стал деревенским учителем. Хун пытался сдать государственный экзамен на престижный пост чиновника, но безуспешно. В городе Гуанчжоу в его руки попадают переведенные на китайский язык трактаты христианских миссионеров. Он увлекается новым учением и начинает посещать проповеди. После 3-го провального экзамена, понимая, что с мечтами о карьере придется попрощаться, разочарованный в традиционном миропорядке, Хун слег с горячкой. Несколько недель он находился в беспамятстве и бреду. По словам Хуна, во время болезни у него были видения, в которых Бог поручил ему дело борьбы с демонами на земле. Выздоровев, новый мессия уже не думал о сдаче экзаменов, а намеревался изменить мир. Он начинает проповедовать и обращает в христианство своих родственников. У него появляются последователи, разделяющие христианские идеалы. Поражение Китая в Первой опиумной войне 1840-42 годов привело к тяжелому экономическому и политическому кризису. В империи Цин начался длительный период ослабления государства и гражданской смуты. Идеи справедливости, всеобщего братства и равенства нашли массу поклонников в крестьянской среде. В скором времени в рядах сторонников Хуна находились тысячи людей. Хун Сю Цюань провозгласил себя младшим братом Иисуса Христа, посланным на землю для создания всеобщего царства справедливости и гармонии. Движение тайпинов было сложным явлением. Это была и обычная крестьянская война против правящей элиты и бюрократии. Здесь же присутствовали черты национально-освободительного движения против иноземной маньчжурской династии Цин. Это была религиозная война нового христианского мировоззрения с традиционным китайским. Сами себя тайпины считали христианами и отличались ненавистью прежде всего к традиционному конфуцианству. Летом 1850 года Хун Сю Цюань приказал отрядам своих последователей сконцентрироваться в районе села Цзиньтянь на юге провинции Гуанси. Данное событие известно как Цзиньтянское восстание. Оно послужило началом крестьянской войны. К ноябрю 1850 года Хун Сю Цюань и его соратники Ян Сю Цин, Ши Дакай и другие собрали 20-тысячное войско и начали военные действия против правительственных сил. В отрядах тайпинов была установлена строгая дисциплина и создана военная организация. В те времена китайские мужчины должны были носить бяньфа, особую прическу, которая представляла собой косичку, заплетавшуюся на затылке или макушке, тогда как у лба и на висках волосы выбривались. Тайпины в знак неповиновения режиму отпускали длинные волосы. Из-за этого противники называли их длинноволосыми бандитами. Силы повстанцев быстро росли, и в конце 1850 года они нанесли несколько поражений правительственным войскам. 11 января 1851 года в Цзиньтяне было объявлено о вооруженном выступлении против династии Цин и создании Небесного Царства Великого Благоденствия Тайпин-Тяньго. Хун Сю Цюаня стали именовать Тянь-Ван или Небесный князь. 27 августа 1851 года повстанцы штурмом овладели крупным городом Юнъань, где создали свое правительство. Небесный князь претендовал на верховную власть во всем мире, поэтому его сподвижники получили титулы по сторонам света. Они стали именоваться Восточным, Западным, Южным и Северным князьями. Реальную власть сконцентрировал в своих руках Янь Сю Цин, принявший титул «Восточный князь». Он возглавил армию и административное управление. В январе 1853 года тайпины полностью заняли Ухань, а в марте пал Нанкин. К тому моменту силы повстанцев насчитывали уже 1 миллион солдат. Нанкин был превращен в столицу Тайпин-Тяньго. На контролируемых территориях было запрещено курение опиума, табака, употребление спиртных напитков и азартные игры. Победоносные походы тайпинов вызвали цепную реакцию восстаний в других районах страны.
В результате империя Цин была вынуждена вести гражданскую войну на многих фронтах сразу, распыляя силы. Полная неспособность правительственных войск сражаться с повстанцами была налицо. В это время на помощь гибнущей маньчжурской династии пришли крупные чиновники и землевладельцы Центрального Китая. Противники тайпинов сделали ставку на частные дружины. На их основе цинский сановник Цзэн Гофань в 1852 году создал Сянскую армию, которая нанесла тайпинам ряд крупных поражений. В мае 1853 года тайпинская армия двинулась на север с целью захвата Пекина. Началось бегство богатых маньчжуров из столицы. Император Сян Фэн был готов к эвакуации и приказал перевести свои сокровища в Маньчжурию. Однако после тяжелых боев цинским войскам удалось остановить продвижение тайпинов к столице. Неудачный поход на Пекин ознаменовал стратегический перелом в войне. Хотя Англия, Франция и США заявили о своем нейтралитете в войне, первоначально их симпатии были на стороне тайпинов, которые выступали за свободную и взаимовыгодную торговлю с иностранцами. Именно с тайпинами западная буржуазия связывала надежду на окончательный слом политики изоляции Китая и полное открытие рынка. В 1856 году англичане и французы нанесли новый удар по империи Цин. Началась Вторая опиумная война. В то же время обострилась вражда между различными группировками внутри тайпинской элиты. В результате заговора был убит восточный князь и главнокомандующий силами Тайпин Тиньго Ян Сюцин, а Ши Дакай со своей армией откололся и стал действовать самостоятельно. К концу Второй опиумной войны в 1860 году западным державам стало очевидно, что тайпины не способны свергнуть императора, поэтому они решили сделать ставку на империю Цин и помочь последней уничтожить повстанческое государство. В Китае было создано несколько отрядов по западному образцу, которыми командовали опытные иностранные офицеры. Против тайпинов также стали действовать иностранные корабли. Свою эффективность в борьбе с тайпинами показали частные провинциальные армии. Особенно успешно действовала Сянская армия Цзэн Гофаня. В тайпинском государстве наблюдалась дезорганизация войск, падение дисциплины, деморализация военачальников, участились заговоры и измены. Со временем тайпины утратили способность к наступлению и повсеместно перешли к обороне. В 1863 году правительственным силам удалось полностью блокировать Нанкин. 1 июня 1864 года небесный князь покончил с собой, приняв яд. Вскоре в столицу Тайпин-Тяньго ворвались цинские войска. Небесное царство Великого Благоденствия пало. Многие лидеры повстанцев, оставшиеся в Нанкине, были казнены. Добивание остатков тайпинов продолжалось до 1868 года. Точное количество жертв тайпинского восстания неизвестно. Оценки прямых и косвенных потерь составляют от 20 до 70 миллионов человек. Многие специалисты называют восстание тайпинов самой кровавой гражданской войной и одной из самых смертоносных войн в истории. Если вам понравилось видео, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Впереди много интересного.